Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. И сегодня я хочу с вами начать рубрику по вопросам секреты долголетия. Именно народная медицина при лечении разных болезней. Вот такая книга. Книга была создана в 1947 году, переиздана в 1961, и вот у меня этот экземпляр. Как я говорила в своем видео, что такое фитотерапия, эта книга досталась мне еще от бабушки. Вот. И первое, что я хочу начать, с чего я хочу начать эту рубрику, это лечение именно заболевания пожилого и старческого возраста. Хотя сейчас это актуально и для молодых. И первый в нашей рубрике первым пойдет атеросклероз. Пока я буду зачитывать, прошу вас быстренько подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео, написать комментарий, поставить диз или лайк. Если видео считаете полезным, обязательно поделиться ним в соцсетях со своими друзьями. Кому-то эта информация может оказаться очень даже полезной. Ну, а я сейчас сменю очки и начинаю читать. Итак, атеросклероз. Смертельность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место среди всех других. Но на их долю приходится 50% всех смертных случаев. Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является атеросклероз. Атеросклероз всегда называли болезнью пожилого и старческого возраста, но в последнее время из-за неправильного питания, курения, стрессов он значительно помолодел. У 25-30% людей в возрасте от 20 до 25 лет обнаруживается атеросклеротические бляшки, сужающие просвет коронарных сосудов. Причем процент сужения колеблется от 20 до 50%. А это значит, что сердце человека получает кровь в намного меньшем количестве, чем ему требуется, что увеличивает риск возникновения ишемической болезни и инфаркта миокарда. Атеросклероз представляет собой хроническое заболевание артерий, выражающееся в утолщении и уплотнении стенок артерий, появление бляшек, сужающих их просвет, и отложение во внутренних оболочках артерий жироподобных веществ, главным образом холестерина. В результате всех этих процессов артерии сужаются, их стенки теряют эластичность, вследствие чего затрудняется ток крови в сосудах и уменьшается снабжение тканей организма кровью. Атеросклеротический процесс поражает все артерии, но в зависимости от того, в каких тканях и сосудах процесс зашел глубже, различается несколько его разновидностей. Атеросклероз с преимущественным поражением сосудов мозга, атеросклероз коронарных сосудов, атеросклероз сосудов нижних конечностей и так далее. При атеросклерозе коронарных сосудов появляются приступы стенокардии, то есть боли в области сердца, сжимающего и давящего характера, которые могут усиливаться как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя. Чаще всего они отдают в подлопаточную область или в левое плечо. Приступы стенокардии объясняются
тем, что в результате ряда причин наступает сужение одного из коронарных сосудов, уменьшается питание сердечной мышцы, и она вынуждена болью реагировать на недостаток питания. Если приступ стенокардии затягивается надолго, может наступить омертвление какого-то участка сердечной мышцы. Это состояние называется инфарктом. При атеросклерозе мозговых сосудов больные жалуются на головокружение, шум в голове, ослабление памяти. Окружающие замечают изменения в психике и поведении больного. При закупорке мозговой артерии, тромбозе, может произойти ее разрыв, сопровождающийся кровоизлиянием. Тогда наступает инсульт. При поражении атеросклерозом периферических сосудов появляются такие симптомы, как сухость и морщинистость кожи, исхудание, боли в спине, пояснице, руках и ногах. Часто атеросклероз нижних конечностей ведет к гангрене и вынужденной их ампутации. В настоящее время известны основные причины атеросклероза. Различают 6 факторов риска, стимулирующих развитие атеросклероза. Основных из них являются высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и курение. Вспомогательные факторы, повышающие вероятность заболевания, это ожирение, стресс и гиподинамия. Это, то бишь, низкая двигательная активность. Значит, какое лечение предлагают нам атеросклероза именно народная медицина? При лечении атеросклероза большое значение придается режиму питания и привычкам. Также необходимо нормализовать условия труда и быта, усилить двигательную активность и заранее принимать меры, замедляющие прогрессирование болезней. Курящим необходимо как можно быстрее избавиться от этой привычки, так как у них изнашивание сосудов идет очень быстрыми темпами. Развитие атеросклероза можно остановить, а в некоторых случаях даже повернуть процесс вспять, так как атеросклероз обратим на ранних стадиях. В народной медицине существует много средств, рекомендуемых при заболевании атеросклерозом. В основном они направлены на сохранение и восстановление эластичности сосудов. Вывод холестерина, усиление защитных сил организма. Но нужно помнить, что борьба с атеросклерозом не даст эффекта, и самые лучшие средства будут бесполезны, пока организм зашлакован и не избавлен от токсинов. Поэтому перед тем, как начать лечение, необходимо произвести чистку организма по одному из упомянутых ранее методов. Ну, по чистке организма и чистка печени у меня есть видео, ссылочки я оставлю внизу в описании. Многие рецепты тибетской и восточной медицины, связанные с проблемами питания, известны во всем мире. Что предлагают древние ученые к нашему столу? Курага питает физическую силу, особенно полезно для мужчин. Изюм, орехи, сыр. Постоянное их употребление тонизирует нервную систему, снимает переутомление, головные боли, укрепляет сердечную мышцу. Эти продукты следует употреблять при заболеваниях печени. На один прием рекомендуется 30 грамм грецких орехов, 20 грамм изюма и 20 грамм сыра. Творог – один из самых полезных продуктов, необходим при заболеваниях печени, сердца, сосудов.
Лимоны и апельсины употреблять на начальных стадиях гипертонической болезни, при заболеваниях щитовидной железы и болезнях сердца. Яблоки полезны при подагре, склерозе сосудов. Черноплодная рябина. Нет других ягод с таким большим содержанием йода. Рекомендуется при склерозе и зобе. 1 килограмм плодов рябины на 1 килограмм сахара принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Петрушка огородная. Крепкий отвар петрушки пить как чай. Очищает кровеносные сосуды от холестерина. Рябина обыкновенная. 200 грамм коры рябины прокипятить 30 минут в 0,5 литра воды, принимать по 100 грамм 3 раза в день. Гречиха посевная. Настой цветов пьют при склерозе. Десертную ложку заварить в 0,5 литрах кипятка воды, настоять 2 часа в закрытом сосуде, принимать по 1,2 стакана 3 раза в день. Боярышник кроваво-красный. О нем тоже есть у меня видео, и ссылочку я оставлю. 50 зрелых плодов моют, измельчают, добавляют 130 грамм воды, нагревает до 40 градусов и прессуют соковыжималкой. Полученный сок пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Оказывает благотворное действие на сердце, особенно в пожилом возрасте. Предотвращает изнашивание и перенапряжение сердечной мышцы. Шиповник. Также имеется видео, и ссылочку я оставлю внизу в описании. Шиповник – повседневный напиток здоровья. Знахари говорят, если хочешь быть здоровым, пей настой шиповника. 2 чайные ложки измельченного шиповника с верхом залить стаканом кипятка, заварить как чай и пить 100-150 грамм 2-3 раза в день. Морская капуста в пожилом возрасте является прекрасным средством, усиливающим обмен веществ. Используется в сыром виде как приправа. Полевой хвощ применяется для очищения организма от вредных шлаков. Высушенный и мелко нарезанный хвощ заваривают и пить как чай. Чесночная настойка. Тибетский рецепт омоложения. Об этом рецепте я сниму отдельно видео. Вот такие вот рекомендации даются. И здесь еще много других рекомендаций. Но продолжим мы их именно в тибетском рецепте омоложения организма. Вот такие вот. Вот такая вот сегодня тема. Такие рекомендации нам дает народная медицина. И я думаю, что это будет нам очень полезно. Ну а сейчас, мои родные, я буду заканчивать свое видео, прощаться с вами. И обязательно не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также писать комментарии, ставить лайки, дизлайки, ну кому как понравится. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. И в комментариях обязательно задаем вопросы. Если кого-то интересует какая-то проблема, по-любому здесь даны, в этой книге даны все болезни именно, как их, как говорится, как их лечит народная медицина. И я с удовольствием помогу в решении ваших проблем. Ну а сейчас до новых видео. Ваша Ирина. Пока-пока.